Поговорим сегодня об импортозамещении. В первую очередь нас интересует импортозамещение в том ключе, в котором о нем говорят российские власти, как о способе заменить западные технологии на какие-то другие и при этом как минимум сохранить или даже повысить уровень жизни граждан. Чтобы самолеты летали, поезда ходили, чтобы в больнице можно было пройти обследование, а в магазине купить бытовую технику. Но сама по себе концепция импортозамещения противоречит базовой логике. Что нам говорят ее адепты? Адепты говорят, что ограничения, наложенные Западом, это шанс для отечественного производителя совершить технологический рывок. То есть пока все было хорошо, пока не было проблем с привлечением иностранных инвестиций, с выходом на зарубежные рынки, с приобретением комплектующих, пока существовали все условия для развития, технологического рывка не происходило. Но вот когда проблемы появились, совсем причем, и в большом, и в малом, когда экономика стала столь рискована, что вложение в нее денег стало настоящим экстримом, ведь внутри есть товарищи майоры, а снаружи санкции, когда проблемы могут быть с закупкой самого элементарного, вот тут-то, в до предела агрессивной среде, технологический рывок-то и произойдет, технологический бизнес расцветет. Следуя этой логике, подготовка олимпийского бегуна должна начинаться с перелома ноги. Ведь именно тогда, преодолевая боль и теряя сознание, он добьется истинных успехов. Ну, ладно, это мы тут шуточки шутим. Этот ролик не для того, чтобы поерничать, тем более, что это несложно. Этот ролик для того, чтобы разобраться. Разобраться с тем, как работает современная экономика и почему фантазии об импортозамещении это именно что фантазии в чистом виде. Любая отрасль в начале своего пути проходит кустарный этап. Если вы в начале 20 века производили первые автомобили, то вы не могли ограничиться только производством автомобилей. Ваша компания должна была стать равной целой отрасли. В мире для вас пока ничего нет. Никто не производит двигатели, трансмиссии, тормозные системы, колеса и элементы подвески. Пока не существует сети заправочных станций и автосервисов. Более того, пока никто не знает, зачем ему машина. Вам никогда не казалось странным, что самый почетный ресторанный гид выпускает не кто-то, от кого этого можно было бы ожидать, ну типа хоть какое-то отношение имеющий к еде, а производитель шин Мишлен? Дело именно в том, что недостаточно просто породить новую отрасль и начать производить то, без чего человечество отлично обходилось все предыдущее время. Нет, вы должны объяснить покупателю, что с этой новинкой делать. Куда на ней можно доехать и где вкусно кормят, например. То же самое происходило и с кинематографом. Вы не можете просто начать снимать фильмы. В мире еще не существует камер, не существует проекторов, не существует кинотеатров, нет операторов и киномехаников. Вы должны все изобрести и сделать сами. Вы не можете быть просто киностудией. Вы сами и прокатчик, и производитель оборудования, и университет. А ваша компания равна всей отрасли. С течением времени и развитием любой отрасли становится понятно, что так жить нельзя. Что производство автомобиля, продажа автомобиля, перегонка бензина и его продажа – это разные бизнесы. Что тормозная система – это не обод, обитый резиной, а сложная конструкция, которую нужно производить отдельно. Что съемка фильма, подготовка актеров, создание декораций, производство камеры и пленки, прокат и реклама – это все очень разные виды деятельности, которые не могут существовать под крышей одного предприятия. Ведь чтобы производство кинокамеры стало осмысленным, производить их нужно много. Намного больше, чем потребляет одна киностудия. Вы не можете держать целую производственную линию для изготовления единичных экземпляров. Чтобы кинотеатр окупался, фильмы там должны идти постоянно. Он не должен быть завязан на цикл производства лишь одной студии. Также не может актерская студия, режиссерские курсы или операторское училище работать только на одного производителя. Им нужен весь рынок сразу. Это момент, когда из любой отрасли уходят кустари, которые работают на чистой импровизации и всякий раз должны изобрести новый велосипед. В этот момент отрасль становится профессиональной. Готовый фильм в кинотеатре, готовый автомобиль в салоне – это результат кооперации профессионалов в самых разных областях. Шло время, и кустарные способы производства уступали место кооперациям специализированных организаций, сотрудничающих друг с другом. А после Второй мировой войны мир решил, что это еще и политически хорошо. Ведь если друг с другом сотрудничают люди и предприятия в разных странах,
то им гораздо сложнее друг с другом воевать. Сложно это и не нужно становится. Таким образом началась глобализация, процесс соединения производственных цепочек во всем мире. Теперь у нас нет не только кустарных производств полного цикла внутри одной организации. У нас никакие страны, даже самые большие и развитые, не могут самостоятельно произвести никакой сложный, а уж тем более высокотехнологичный продукт. Вы могли заметить, что профессиональное узкоспециализированное оборудование всегда стоит неожиданно дорого. Взять, например, медицину. Штука, которую вы непременно видели либо сами в больнице, либо в фильмах и передачах о медицине, это монитор пациента. Он обычно стоит в реанимации или операционной и показывает пульс, насыщение кислородом. На нем видно диаграмму сердцебиения и прочие индикаторы состояния больного. И стоит он неожиданно дорого. Даже самые простые модели начинаются от $5000. Может показаться, что там какая-то необыкновенно сложная начинка, производимая в единичных экземплярах. Какие-то особо сложные процессоры и матрицы. Но на самом деле нет. На самом деле вся современная электроника, будь то потребительский смартфон или планшет, ноутбук или телевизор, сервер, ответственный за сложные финансовые операции, или мониторинг жизни и смерти человека, делаются на одних и тех же компонентах, по одним и тем же технологиям, собираются на одних и тех же заводах, под контролем одних и тех же инженеров. С технической точки зрения этот монитор пациента просто слабенький потребительский компьютер, где стоит обычная потребительская операционная система Linux или BSD, соответствующей задачам оболочкой, куда добавили специфическое программное обеспечение и интерфейсы для подключения нужных датчиков. Точно так же вы можете вытащить из стойки дата-центра Google сервер, воткнуть в него через стандартный интерфейс обычную видеокарту и сыграть в свой любимый киберпанк. Сервер в стойке Google снабжен всякими дополнительными технологиями, но в базе это самый обычный потребительский компьютер. Но почему, если монитор пациента по сути планшет, а сервер в стойке Google такой же компьютер, как стоит у вас дома? Если какой-нибудь терминал сбора данных для работы на больших логистических комплексах это устаревший лет на 10 смартфон, то почему же они стоят-то так дорого, намного дороже? Почему, наконец, мы платим десятки долларов всего за игры, в разработку которых вложены десятки миллионов, но какая-нибудь простейшая программа для организации таксопарка может стоить десятки или даже сотни тысяч? Ответ на этот вопрос будет таким же, как ответ на вопрос, почему знаменитый препарат Золгенсма стоит по 2 с лишним миллиона долларов за дозу. Ответ в том, что технологическая отрасль зависит в первую очередь от объема. А фарма — это, кстати, тоже технологическая отрасль. Основные затраты технологических отраслей лежат не в производстве конкретной единицы продукции, а в случае цифровых товаров или фармацевтических они вообще могут быть равны нулю. Основные затраты лежат в разработке самих продуктов, проектировании и строительстве производственных линий для них, в дизайне, маркетинге и в менеджменте процессов. Завод производства процессоров стоит дорого, макроэкономически дорого. Настолько дорого, что абсолютное большинство всем известных брендов вроде AMD, Nvidia, Qualcomm, Mediatek и абсолютного большинства тех, чьи логотипы красуются на чипах, так вот в советской системе это все называлось бы конструкторскими бюро. Их участие в производстве ограничивается лишь чертежом. Но сам завод по производству процессоров это десятки миллиардов долларов. Это буквально считанные на пальцах число предприятий во всем мире, чьи чипы стоят всюду. Но себестоимость производства каждой конкретной единицы продукции, каждого конкретного процессора, это условный ноль. Оно почти ничего не стоит. Из этой конструкции более-менее становится понятно, почему мир не знает национальных производителей смартфонов, самолетов, почему фарма всегда большая и транснациональная, почему в мире 4 производителя магистральных самолетов, 3 производителя двигателей для них, почему существует 4 семейства операционных систем, а не 40. Потому что строительство производственной линии для процессора стоит свои десятки миллиардов в любом случае. В любом случае разработка операционной системы будет стоить сотни миллионов. Вся разница лишь в том, сколько вы этих операционных систем продадите и насколько вы разделите сумму стоимости ее разработки. В экономической теории этот феномен называется эффектом масштаба. Чем больше продукции вы произведете, тем сильнее размываются издержки и тем незаметнее они в цене. Но ведь нет смысла производить продукцию просто так, чтобы была. Продукцию производят, чтобы продавать.
А чтобы продавать, вам нужен рынок. Если вы производите процессоры в свободной стране, ваш рынок повсюду. Процессоры сегодня нужны буквально везде, от Международной космической станции до электрочайника. Сколько бы вы их в свободной стране не произвели, будет мало. Рынок способен поглотить любое количество. Но если вы вдруг решите производить процессоры в Иране, опустим даже момент с комплектующими, допустим, вам их как-то удается добыть. Так вот, вы очень быстро обнаружите, что рынка сбыта у вас попросту нет. Можно завалить процессорами весь Иран и дружественные страны. Можно продавать их на Запад через серых дилеров и мутных посредников, но ширина этого канала будет такой маленькой, что каждый ваш процессор будет стоить безумных денег. Или вы станете работать себе в убыток. Все те же адепты импортозамещения чаще всего приводят в пример советский опыт. Мол, на Зиле грузовики производили полным циклом. То есть от выплавки чугуна до схода с конвейера. Все было своим, никаких импортных деталей. Ну, это действительно так. Но есть, как говорится, нюанс. В теории такое производство можно запустить и сейчас. Вот только грузовики эти, произведенные по технологиям 70-х годов, в 2022 будут никому не нужны. Именно поэтому никакого ЗИЛа в Москве нету. А на месте заводских цехов красуется жилой комплекс. Проверим это наблюдение на примере другого известного московского автомобильного завода АЗЛК. После ухода французов из Рено его передали в собственность столицы, и Сергей Собянин уже успел с помпой объявить о возобновлении производства автомобилей марки «Москвич». Последней большой моделью «Москвича» была легендарная 2141, которую производили до начала нулевых под названием «Светогор». Наверное, теоретически можно выпускать «Светогоры» и сейчас, но есть сильное опасение, что покупать их никто не захочет. Скорее всего, производство этих машин свернули не просто так, аж четверть века назад. Особенно если учесть, что «Москвич 2141» создан на базе автомобиля Симка 1308 корпорации Chrysler, который сняли с конвейера вообще в 80-е. В лучшем случае все закончится тем, что в Китае купят какой-нибудь ноунейм модель, прилепят шильдик «Москвич» и начнут клепать на конвейере АЗЛК. А в худшем случае, точнее, наиболее вероятном, это просто не закончится ничем, кроме разорения завода и его окончательного сноса, по примере ЗИЛа. Но даже если получится каким-то чудесным, невообразимым образом наладить импортозамещенное производство современных ЗИЛов и москвичей на уровне BMW и Мерседесов, можно представить себе, сколько они будут в итоге стоить. Как хорошенький грузовик или автобус в лучшем случае, если не как самолет. Получится такая вот дилемма. Покупать устаревшие российские автомобили никто не захочет, а покупать современные российские автомобили смогут лишь олигархи. Нет рынка, нет производства. Импортозамещение какое-либо возможно только на уровне технологического развития середины 20 века, типа как в Северной Корее. Но даже тогда оно будет не абсолютным. Та же Северная Корея довольно сильно зависит от китайских технологий. Не было никакой импорта независимости и в СССР тоже, кстати, с его ЗИЛами и москвичами. Все первые пятилетки — это покупка западных технологий за счет отнятого у крестьян зерна. Великие сталинские стройки оплачены не только кровью узников лагерей, но и миллионами жертв Голодомора. Затем началась холодная война и противостояние с Западом. Тогда продавать технологии нам перестали. Поэтому вся последующая история Советского Союза — это попытка разобрать каким-то образом попавшие в руки ученых и инженеров чертежи или импортную технику и попробовать сделать такую же. Иногда эти попытки были удачными, но намного чаще провальными. Анекдоты тех лет были безжалостны. Например, что такое «не летает, не жужжит, в ухо не залезает»? Ответ: советская летающая жужжалка для залезания в ухо. Миллионы советских детей, проводивших часы за электронной игрой «Ну погоди», где волк ловил яйца, не имели ни малейшего представления, что эта игра была попросту украдена у компании Nintendo с последующей заменой персонажей на знакомых граждан СССР. Но если компания Nintendo успешно существует и по сей день, то советская торговая марка «Электроника», под которой производили «Ну погоди», и другие похожие игры, они давным-давно это все дело ушло в мир иной. СССР пытался отчасти выжить с помощью краденных западных технологий и лишь частично с помощью разработок своих. Да и те в основном касались танков или космоса. С годами его производство становилось все менее и менее эффективным.
Продукция становилась все более сложной, издержки росли, предприятия приносили убытки и в конечном итоге развалились. А ведь Советскому Союзу было гораздо проще, чем современной России. У него был целый восточноевропейский лагерь вместе с Польшей, Чехословакией и Восточной Германией, у которых с прежних времен сохранилась сильная промышленность. Но, несмотря на это, он все равно безнадежно технологически отстал. Почему? Потому что даже вместе со всеми своими сателлитами СССР намного меньший рынок, чем западный мир. Американский автопром производил больше машин, потому что ему было куда их сбывать. Существовал огромный спрос на американские автомобили, как в самих Штатах, так и в Европе, Азии и Латинской Америке. Соответственно, росла выплавка металла, производство электроэнергии, всякие побочные производства. Эффект масштаба, то есть снижение затрат на единицу продукции и географическое разделение труда, делали выпуск продукции выгодной, цену низкой, а качество высоким. Именно таким образом шло развитие мировой экономики в последние десятилетия, где каждый концентрируется на том, что умеет делать лучше других, а то, что умеет делать хуже, попросту импортирует. И происходит это не по воле правительств, а естественным путем, благодаря конкуренции и стремлению заработать. Теперь Россия усилиями Владимира Путина, возжелавшего геополитических побед, из этого процесса самоустранилась. И это очень обидно, потому что вообще-то Россия очень богатая страна с серьезными преимуществами, которые могли бы работать на нас в этой всемирной системе распределения труда и снижения издержек. И я сейчас не про нефть с газом, я про людей. Со времен СССР, которому требовалось огромное количество инженеров для обслуживания изолированной и милитаризованной экономики, у нас сохранилась сильная техническая школа. Поэтому в России так много айтишников. Мы вполне могли бы найти свое место под солнцем, дать возможность нашим людям реализовывать свои таланты, открывать стартапы и развивать их до уровня международных корпораций, что, собственно, у них и получалось, пока государство не решило в это все залезть. Если бы мы не пугали наших людей визитами ОМОНа, налоговой и прокуратуры, то все бы получалось. Если это получилось у Эстонии, другой бывшей Советской Республики, то нет никаких причин, чтобы не получилось у нас. Но такой план развития подразумевает развитие демократических институтов и отказ от имперских амбиций и пожизненного правления. Потому что авторитаризм и геополитические фантазии – это то, чего бизнес не любит. Особенно бизнес высокотехнологический, у которого нет станков и заводов, а все средства производства которого – это ноутбук и чашка кофе. У такого бизнеса перенос рабочего места или вообще всего бизнеса в другую юрисдикцию занимает немногим больше времени, чем летит в эту юрисдикцию самолет. В итоге все пошло совсем в другую сторону. Россия развязала войну, из нее массово побежали как западные корпорации, так и собственные граждане, и в первую очередь как раз те самые айтишники. И теперь вместо развития нас ждет деградация под громогласные рассуждения о невероятных успехах импортозамещения. И это тот прогноз, который можно сделать со спокойной душой. Так будет совершенно точно. Нет никакого варианта, что у России получится импортозамещение. Этого не произойдет. До завтра.